Свой дебютный студийный альбом группа Bad Company выпустила в 1974 году. Этот альбом, как это часто бывает у молодых рок-групп, имеет одноименное название с названием самой группы. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Альбом Bad Company был выпущен лейблом Island в Великобритании и Swan Song в США. Этот альбом стал первым релизом, выпущенным на лейбле группы Led Zeppelin Swan Song Records. Альбом был записан в ноябре 1973 года и вышел в свет в июне 1974 года. Bad Company записывала свой дебют в Хедли Грэндж, Хэмпшире, в мобильной студии Ронни Лейна. Вот так выглядела эта студия. Группе Bad Company повезло, когда Led Zeppelin задержались на пару недель с работой над начальными сессиями для альбома Physical Graffiti. У Питера Гранта была полностью оборудована мобильная студия в Хедли Грэндж, которая простаивала, поэтому он предложил Bad Company, что они могут записать пару треков, если поторопятся. С большим энтузиазмом и рвением группа не ограничилась записью парой треков и за 2 недели записала весь альбом, а также пару бисайдов и неиспользованный трек. «Мы рвались вперед, чтобы попасть в студию звукозаписи», – вспоминал Роджерс. «Мы ворвались и записали весь альбом. В Хедли Грэндж было очень атмосферно. Мы установили барабаны в коридоре, а гитары в гостиной. Мы провели интересные эксперименты. Например, разместили вокальный микрофон далеко в поле для песни Bad Company. Мы записали этот трек поздно ночью, под осенней луной. Мы просто пытались играть то, что казалось хорошим и естественным. Я думаю, именно это дало нам идентичность как группе. Мы всегда старались быть естественными», — говорил Ральфс. Журнал Rolling Stone написал о дебютном альбоме группы. На своем дебютном альбоме Bad Company во главе с бывшим вокалистом Free Полом Роджерсом и оригинальным гитаристом группы Motley Hoople Миком Ральфсом напоминает Free со своей структурной строгостью и раннего Motley Hoople своей бурной прямотой. Ритм-секция, бас-гитарист Босс Баррелл и еще один бывший участник группы Free, барабанщик Саймон Кирк, играет с такой экономией, что можно подумать, что их наказывают за попадание в ненужные ноты. Но они компенсируют скудность своих линий чистой мускулатурой своей игры. Кирк – самый физически сильный ударник, которого я когда-либо слышал. Этот жесткий спартанский низ формирует ощутимую основу для подвигов двух фронтменов. Голос Роджерса – виртуозный инструмент Bad Company. Он один из самых впечатляющих рок-певцов десятилетия. Он разделяет с Родом Стюартом вокальную подачу, которая черпает свою выразительность из смещающегося акцента на ее зазубренных краях и нежной деликатной середине. С Bad Company Роджерс упорствует в своем настоянии на песнях, спродюсированных группой. Но, к счастью, Мик Ральфс также искусно обращается с рок-н-ролльной песней, как и с гитарной линией. Его 3 песни на альбоме, он сотрудничал с Роджерсом над 2 другими, являются яркими моментами. Ральфс, как и Роджерс, никогда не получит наград за свои словесные навыки, хотя каждый из них в лучшем случае способен написать строки с жесткой простотой первоклассных текстов R&B. Но в Bad Company, как и в Motley Hoople, манипуляции Ральфса с традиционными элементами рок-н-ролла, подкрепленные его плавной и захватывающей игрой на гитаре, показывают постоянную изобретательность. В своем обзоре альбома Bad Company Стивен Томас Эрлевин написал: «Как и следовало ожидать от их названия, Bad Company есть ощущение медленной бурлящей угрозы. Даже самые быстрые песни, блюзовые буги, Can't Get Enough и Moving On, не развиваются в быстром темпе, из-за чего квартет кажется тяжелее. Это хард-рок, окрашенный в черно-белые тона, кривые гитары, отраженные преднамеренным ударом ритм-секции, рок-н-ролл настолько громкий и простой, что в итоге совсем не стареет, хотя он во многом определил альбомный рок середины 70-х. Песня, открывающая альбом Can't Get Enough, построенная вокруг рифов в стиле Led Zeppelin, звучит свежо и привлекательно. В треке Can't Get Enough лучшая часть песни, безусловно, это гитарное соло, сыгранное Ральфсом в бридже,
а затем еще раз в конце песни. Баррелл делает то, что делают все хорошие басисты, время от времени добавляя немного фанка и поддерживая ровный ход в остальное время. Трек Rocksteady – это потрясающая, более тяжелая песня с некоторыми блюзовыми южными влияниями. Она начинается с отличного рифа, который можно услышать на протяжении всей песни. Пол Роджерс звучит здесь как человек, жаждущий исцеляющей силы любви, а не эротической стимуляции. Пол Роджерс на первом же альбоме группы показал, что он один из самых умных и вдумчивых вокалистов. Пол Роджерс уделяет особое внимание фразировке, понимая критическую важность построения и является мастером создания настроения. Как он объяснил в одном интервью, для меня это и есть музыка, создание настроения и увлечение слушателя тем местом, куда вы направляетесь. Пол Роджерс лучший в своем деле, когда дело доходит до создания настроения для эротического вечера дома. Трек Ready for Love – это фортепианная баллада Мика Ральфса с богатым бэк-вокалом и саксофоном приглашенных музыкантов. Она начинается с размеренной мрачной атмосферы в куплетах и со взрывами накопленного напряжения в припевах. В песне мы слышим отличное блюзовое пианино. Лучшие части аранжировки происходят, когда Сью Гловер и Санни Лесли обеспечивают бэк-вокал, чтобы поддержать душевный подход Пола Роджерса, придавая песне ощущение хоспела. Трек Don't Let Me Down – первая совместная работа Роджерса и Ральфса. Песня отличается ровным ритмом и минимальными гитарами. С этой песней Роджерс и Ральфс достигли более высокого уровня своего мастерства, чем любой из них по отдельности. Возможно, работа в команде укрепила уверенность каждого в себе. Они взяли главную фразу из завораживающей песни Beatles и украсили ее отличной аранжировкой. Плюс добавление Сью и Санни на бэк-вокале и Мэла Коллинза на саксофоне придают треку определенное душевное звучание. Don't Let Me Down – это впечатляющий трек по своему драматическому наполнению и изящному исполнению. Заглавный трек альбома прекрасно передает настроение героя повествования этой песни. Пол Роджерс звучит здесь как крутой парень, одновременно оплакивающий свою мятежную судьбу и воспринимающий кольт как ключ к разрешению всех проблем. Песня Bad Company зазвучала актуально в том моменте истории. В 70-х годах насилие в американской жизни снова стало популярной и отвратительной реакцией на ненасильственные ценности 60-х. Miami New Times написали: «Все еще уму непостижимо, что британская группа могла придумать такую песню, не говоря уже о том, чтобы превратить ее в свой гимн. Возможно, это самый мрачный трек на альбоме». В медленной песне The Way I Choose, путь, который я выбираю, ощущается атмосфера работ группы Free, эпохи альбома Highway. Отличное инструментальное наполнение и прекрасный вокал. Песня Moving On – это ритмичный трек о стиле жизни участника группы. Лично у меня этот трек вызвал ощущение, что я слушаю американскую рок-группу с традиционным звучанием для именно американских рок-групп. Но это мои личные ощущения. Хорошая инструментальная работа группы и соответствующий вокал. Альбом завершается медленным треком, что стало традицией для многих хард-рок групп той эпохи. Этой песней группа показывает, что они готовы петь о значительных вещах. Трек Seagull – это почти акустическая композиция с фольклорным привкусом, с несложной аранжировкой и с добавлением тамбурина в середине. Песня хорошо зазвучала бы как саундтрек к какому-нибудь фильму. Лирическое содержание песни полное скрытого смысла, дает слушателю пищу для размышлений. Пол Роджерс здесь на высоте, демонстрируя свое вокальное, можно сказать, театральное мастерство. Роджерс часто использовал этот трек впоследствии в своих сольных концертах и турах воссоединения. Надо отметить, что на первых 3 альбомах группа Bad Company работала с Роном Невисоном. Он был звукоинженером и занимался микшированием. Рон пришел от Led Zeppelin. Это была рекомендация Джимми Пейджа и Питера Гранта. Рон отлично справлялся со своей работой. Дебют группы оказался очень успешным. Он достиг номера 1 в чарте Billboard 200. Синглы Cannot Get Enough и Moving On с этого альбома достигли номера 5 и номера 19 Billboard Hot 100. В британском чарте альбом достиг 3-го места. На FM-радио дебютный альбом группы встретили с радостью, в конечном итоге включив треки Cannot Get Enough, Rocksteady, Bad Company, Ready for Love, Moving On в постоянную ротацию на своих станциях. В Соединенных Штатах популярность Bad Company взлетела.
С альбомом №1 в Америке Bad Company вернулись в Лондон с триумфом. В конце нашего первого тура нас 4 вызвали в номер Питера Гранта, вспоминал Кирк. Мы думали, что сделали что-то не так. Мы все поднялись в его номер, как шаркающие пальцами ног школьники. Питер сказал: «Послушайте, ребята, это был долгий тур, и вы надрывали свои задницы». Потом он сделал паузу для драматического эффекта, и мы подумали: что, черт возьми, мы натворили? Он отодвинул лист бумаги, который лежал на полу, и сказал: «Надеюсь, в будущем их будет гораздо больше». Там лежали золотые альбомы Bad Company. Журнал Kerrang записал альбом под номером 40 среди 100 величайших хэви-метал альбомов всех времен. Хочу отметить удивительную лаконичность звучания этого альбома. Ничего лишнего в аранжировках. Песни не перегружены импровизациями или вокальными изощрениями. Такое ощущение, что группа на птичных весах взвешивала песенный материал для этого альбома. Все строго по рецепту классического рока. Ни одного лишнего грамма. Все на своих местах.